Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить муссовый торт «Яблоки в карамели». Это один из моих любимых тортов. Состоит торт из 3 слоев: миндального бисквита Джаконда, яблочного конфи и карамельного мусса. И все это покрывается либо обычной карамельной, либо зеркальной карамельной глазурью. И для его приготовления мне необходимы следующие продукты. Для миндального бисквита 2 средних по размеру яйца. Причем от одного яйца мне нужен будет только белок. 10 граммов сливочного масла, 15 граммов пшеничной муки. У меня это получилось 2 чайные ложки с небольшим верхом. 30 граммов миндальной муки. Это столовая ложка с большим верхом. И 1 столовая ложка 25 граммов сахара. Для яблочного конфи полкилограмма неочищенных или 400 граммов уже очищенных яблок. 2 чайные ложки или 10 граммов желатина. 2 чайные ложки 10 граммов кукурузного крахмала. 1 столовая ложка 25 граммов сахара, 1 лайм или половинка лимона. Можно брать просто лимонный сок. Для карамельного мусса 125 мл полстакана молока, 1 столовая ложка 25 граммов сахара, 8 граммов кукурузного крахмала, у меня это получилось 1 чайная ложка с большим верхом, 2 яйца, 2 чайные ложки желатина, 200 мл охлажденных сливок 35% жирности и 100 граммов сахара, 4 столовые ложки. Покрывать торт я буду зеркальной карамельной глазурью, рецепты на канале есть. Первое, что сделайте, замочите весь нужный по рецептуре желатин, залив каждую порцию 60 мл холодной воды. Стелю на противень лист пекарской бумаги. Выпекать бисквит буду в кольце 16 см диаметром. Духовку разогреваю до 175 градусов. Готовлю миндальный бисквит. У одного яйца отделяю белок. Сливочное масло нужно растопить. Просеиваю пшеничную муку. В белок добавляю щепотку соли и взбиваю сначала на малых оборотах, потом на больших, до устойчивой пены. Добавляю буквально чайную ложку сахара и на средних оборотах перемешиваю, пока отставлю. Беру целое яйцо, этим же миксером размешиваю, добавляю сахар и взбиваю. Добавляю просеянную пшеничную муку, миндальную и на средних оборотах перемешиваю. Ввожу взбитый белок и аккуратно перемешиваю складывающими движениями. Выливаю тесто в кольцо и отправляю в духовку примерно на 12-15 минут. Проверяйте деревянной шпажкой. Бисквит готов. Аккуратно переношу его на решетку вместе с бумагой. Пусть остывает. Яблочное конфи. С лайма снимаю цедру. Если у вас лимон, хватит половинки лимона. Очищаю яблоки. Яблоки лучше брать либо кислые, либо кисло-сладкие, с таким ярко выраженным вкусом. Нарезаю маленькими кубиками. Выдавливаю сок лайма и выливаю в яблоки. Перемешаю. Теперь 250 граммов яблок, это примерно 2/3, перекладываю в сотейник. Добавляю к ним сахар и перемещаю на плиту на небольшой огонь. Если яблоки еще не успели дать сок, добавьте чуть-чуть, буквально столовую ложку воды. Нужно довести яблоки до мягкости, короче, варим яблочное пюре. Когда яблоки дадут сок, нагрев можно будет увеличить. Как только яблоки стали мягкими, нужно пробить их блендером в пюре. Можно прямо здесь, можно снять с плиты. В полученное пюре добавляю цедру лайма и по желанию 1/3 чайной ложки корицы. И все перемешиваю. Кукурузный крахмал развожу в холодной воде. Буквально 2 чайные ложки воды. Теперь сюда же добавляю немного пюре и выкладываю в сотейник. Все перемешиваю. Когда пюре дойдет до кипения, прогрейте его полминуты при непрерывном помешивании. Попробуйте пюре на вкус. Вкус должен вам нравиться. Если не хватает сахара, добавьте немного. Нагрев можно выключать. И сюда же нужно добавить желатин. И все еще раз хорошо перемешать. И теперь в готовое пюре нужно добавить оставшиеся яблоки. Если поместятся, то все. Если не поместятся, то сколько влезет. Я поместила все, хотя у меня было даже чуть больше. Яблоки были холодные, и они достаточно остудили пюре. И теперь мы перекладываем его в кольцо с бисквитом. Аккуратненько все нужно разровнять. Кусочки яблок должны быть покрыты яблочным пюре. Все. Теперь это кольцо я помещаю в морозильник до застывания яблочного конфи. Конфи замораживается у меня около 2 часов. И за полчаса я приступаю к приготовлению основного мусса. Перед этим нужно подготовить форму. Это кольцо диаметром 18 см, высота 6 см. Сверху я его обтягиваю пищевой пленкой.
Теперь переворачиваю. Изнутри выстилаю кольцо кондитерской лентой. Теперь это все можно поставить в холодильник или минут за 10 до использования в морозильник. И сначала нужно приготовить заварную основу. Для этого я смешиваю столовую ложку сахара с крахмалом. Сюда же добавляю желтки. И опять все перемешиваю. Частями ввожу молоко, перемешивая все до однородности. Перемещаюсь к плите, где довожу крем до кипения при постоянном помешивании. После того, как крем закипел и начал густеть, уменьшаю огонь до минимума, прогреваю его полминуты и выключаю газ. В горячий крем ввожу набухший желатин и все перемешиваю. Заварная основа готова. Нужно дать ей остыть до комнатной температуры. Теперь нужно взбить охлажденные сливки до пышности. Сначала на малых оборотах, потом на больших. Не нужно добиваться устойчивой пены, достаточно, чтобы сливки были пышными. Вот такого состояния достаточно. И пока их нужно убрать в холодильник. И теперь, пожалуй, самый ответственный момент. Нужно приготовить карамельную меренгу. Для этого в кастрюльку с толстым дном я высыпаю 100 граммов сахара и сюда же добавляю 2 полные столовые ложки воды. Перемешиваю. Опять перемещаюсь на плиту. При самом минимальном нагреве добиваюсь полного растворения сахара. Когда весь сахар растворился, я довожу сироп до кипения. Одновременно смываю влажной кисточкой весь сахар со стенок посуды. Это очень важно. Если на стенках останется сахар, то карамель кристаллизуется. В общем, вам нужно добиться того, чтобы в сиропе сахар растворился и на стенках тоже не было сахара. Больше не мешайте, оставьте сироп вариться до карамельного цвета. А пока нужно взбить белки. Добавьте к ним щепотку соли. Белки я сразу отделила в ту посуду, где буду все соединять для основного мусса. Взбиваем сначала на малых оборотах, потом на больших. Добавлю 2 чайные ложки сахара и взобью с сахаром. Теперь беру кипящий карамельный сироп. Вот посмотрите, какого он цвета. И начинаю тонкой струйкой вводить в меренгу. При взбивании меренги будьте аккуратны. Старайтесь, чтобы сироп не попадал ни на лопасти, ни на посуду. Взбивайте до того момента, пока меренга не остынет и не станет очень-очень густой. Вот посмотрите, она даже не падает с миксера. Вот до такого состояния ее нужно взбить. Теперь к меренге я добавляю заварную основу и все перемешиваю. И сюда же ввожу взбитые сливки. И тоже все перемешиваю. Нежный карамельный крем-мусс готов, и торт можно собирать. Достаю замороженную серединку и просто вырезаю ее из кольца. Достаю из холодильника кольцо 18 см, вливаю мусс и аккуратно вверх ногами опускаю серединку. Так деликатно притапливаю, излишки мусса снимаю. Ну вот так. Осталось закрыть сверху пленкой и в морозильник до полного замораживания. Минимум 5-6 часов, особенно летом. Я уже говорила, что я оставляю на ночь. Осталось покрыть замороженный торт глазурью. Подготовьте рабочее место, емкость, застеленную пищевой пленкой для сбора глазури и возвышение для торта. Саму глазурь нагрейте до оптимальной температуры 32-35 градусов. Достаю торт, снимаю сверху пищевую пленку. Его на подставку. Убираю пленку сверху и извлекаю из кольца. Снимаю кондитерскую ленту и покрываю глазурью. Когда лишняя глазурь стекла, лопаточкой уберите подтеки. Тортик готов. Осталось переместить его на подложку или сервировочную тарелку и украсить по своему желанию. Бордюр я делаю из подкрашенной золотом шоколадной крошки. Просто высыпаю на подложку и слегка прижимаю лопаткой. Такие маленькие бордюрчики очень хорошо помогают скрыть возможные огрехи. Сверху кладу подкрашенные золотом шоколадные яблоки и карамельную корзинку. Я украсила вот таким образом. Немного посыпала сверху оставшийся золотой песок. И вот посмотрите, какой красивый и очень вкусный торт у меня получился, и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам успехов и приятного аппетита!
Благодарю вас за просмотр. Если рецепт понравился, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте и подписывайтесь на наш канал. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.